Ну что, ребят, кому интересно, как управлять парусами, подходите ближе. Сейчас расскажу. Мы уже второй день в море, уже паруса ставили, убирали, бросопили реи. Некоторые даже укатывали паруса на сетне, так что у вас общее представление уже есть. Сейчас, чтобы уже сложилась более стройная картина, чтобы можно было двигаться дальше, расскажу всю систему. Она достаточно простая, если понимать принцип. Сейчас посмотрим. Смотрите, уже все выучили название мачт парусов. У нас 3 мачты, на каждой 3 паруса, кроме Бизани. На Бизани только 2. И все 3 паруса управляются, на каждой мачте все 3 паруса управляются одинаково. И на каждой мачте паруса все управляются одинаково. Более того, все паруса симметричны относительно мачты, поэтому достаточно выучить, разобраться, как управляется половина одного паруса. И после этого будете знать, как управлять любым из парусов. Понятно, да? Поэтому сейчас вот эту систему разберем. Давайте, смотрите, начнем с самого начала. Какие-то вещи первые будут очень простые, многие из вас их уже знают, но все равно, чтобы общая картина была, начнем с них. Смотрите. Вот наш штандарт. Вот у нас есть реи, да? На каждой рее парус. Пока ветер дует сзади, все понятно, да? Ветер упирается в паруса, паруса толкают корабль вперед. И мы хорошо едем туда, куда нам нужно. Но вот смотрите, как только ветер начинает дуть сбоку, например, справа, если мы оставляем все как есть, паруса начинают просто вот так вот полоскать, и мы никуда не едем, а в перспективе еще и начинаем дрейфовать вот так вот боком, совсем не туда, куда нам надо. Чтобы эту ситуацию убрать и двигаться вперед, несмотря на направление ветра, боковое, мы можем паруса настроить. То есть в данном случае повернуть их, смотрите, повернуть их вот так вот налево, тогда ветер будет упираться в наш парус и толкать нас чуть-чуть в бок и вперед. В бок кораблю двигаться не даст киль, подводная часть, которая создает большое сопротивление против движения боком. И корабль начнет выжимать вот так вот вперед. Чуть-чуть с каким-то дрейфом, но вот так вот мы вперед и чуть-чуть в сторону поедем. Еще раз, да? Для того, чтобы настроить паруса под вот такой вот боковой ветер, нам нужно развернуть в первую очередь реи. Это называется побросопить налево. Каким-то углом определенным? Да, сейчас я расскажу к этому. Давайте сначала по снастям разберемся, потом уже по тонкостям настройки, какой именно угол выбирать. Это чуть-чуть попозже. Чтобы поворачивать реи, смотрите, у нас от каждого края рея в корму идут специальные веревки. Называются брасы. Вот так вот, да? Рей у нас это жесткая палка, поэтому если мы тянем за его левый конец, то правый уходит вперед автоматически. Все понимают, да? То есть для этого что нам нужно? Левый брас потянуть, правый брас наоборот потравить, правильно. Потянули, настроили на нужный нам угол, потом обтянули оба браса, чтобы прижать рей к мачте, чтобы он не качался и не бился об мачту на волне. То же самое с фоком, да? А на Бизани небольшая тонкость. Посмотрите, если мы поведем брасы также в корму, за пределы корабля, да? Здесь корабля уже нет, и поэтому нам побросопить ничего не получится. Ни брасы закрепить, ни подойти к ним. Поэтому нам пришлось брасы вести с ноков реев на Бизань мачте, на самой кормовой мачте, не в корму, а вперед, в сторону носа, наоборот. Понимаете? И тогда, чтобы побросопить рей налево, какой нам нужно брас тянуть? Правый, да. Здесь все наоборот. Чтобы в этом не путаться, всегда можно посмотреть, вот посмотрите на рея на Бизани, видите, от них, от краев рея вперед уходят кончики веревки, да? То есть просто посмотрите наверх, найдите брасы глазами, и сразу будет понятно, какой тянуть, чтобы повернуть рей туда, куда нам нужно. Понятно, да? Хорошо. Запомнили, вот первая снасть – это брасы, которые разворачивают рей в нужную нам сторону, либо направо, либо налево. Дальше. Под каждым реем у нас есть парус. Чтобы попонятнее было, еще раз нарисую. То же самое. Вот корабль. Вот, допустим, грота рей. И под ним есть парус. Да? Рей у нас зафиксирован. Рей жесткая палка. С ним все понятно, да? А под реем висит парус, и это, по сути, просто тряпочка. То есть, как только ветер начинает дуть в парус, он, смотрите, вот так вот улетает, да?
понимаете? Чтобы этого не происходило, нам нужны дополнительные снасти, которые будут удерживать парус. Сверху парус удерживается реем, а снизу парус удерживается в первую очередь шкотами. Что такое шкоты? Смотрите на рисунок. То есть от рея в корму идут брасы, которые удерживают рей. Параллельно брасам от нижнего угла паруса, от нижних углов паруса идут шкоты. Понимаете, да? То есть они идут от нижних углов паруса в корму. Давай, изображай шкоты. Я держу рей, ты держи парус. То есть вот так вот мы удерживаем парус. Вот сюда, допустим, дует ветер, или наоборот, вот в эту сторону дует ветер, да? Сверху парус удерживается реем, снизу парус удерживается шкотами, ветер на него давит, держи, шкоты заложены. И мы двигаемся, ну ветер дует вот так вот, да, вот они отсюда идут, шкоты в корму, и корабль двигается вперед. Дальше, с этим понятно, да? Да. Разобрали, для чего нужны шкоты? Да. Теперь представьте себе, что у нас ветер пришел также справа, и нам нужно повернуть, настроить парус под боковой ветер. С реем мы уже разобрались. Что делаем? Бросопим на... Тянем какой брас в данном случае? Левый. Тянем левый брас и травим правый брас. И чтобы под реем гибкий парус повернуть также, что мы делаем? Шкот тянем. Левый шкот тянем, а справа нам нужно чем-то, так как парус гибкий, смотрите, рей жесткий, мы левый брас потянули, правый ног ушел вперед, правый конец ушел вперед автоматически. С парусом, так как это просто тряпочка, по сути, так не произойдет. Чтобы угол нижний парус ушел вместе с реем вперед, нам нужна дополнительная снасть, дополнительная веревка, которая будет тянуть угол паруса вперед. Вот так вот. Понятно, да? В противоположность шкоту у нас есть галс, который идет от угла паруса вперед. И здесь, и, соответственно, с другого борта тоже. Представляем себе, вот мы повернули рей вот так вот, да? Под реем остался парус. И чтобы он у нас был зафиксирован в таком положении, мы что делаем? Левый угол. Тянем. Чем? Шкот. Шкотом. Здесь галс. Это левый. И правый угол Галс. вперед затягиваем галсом. А если мы бросаем в другую сторону, Наоборот. то наоборот, тянем правый шкот и левый галс. Запомнили? Да. Более-менее. Вот смотрите, у нас есть 3 снасти, всего 3 веревки. Перечисляйте. Брасы, шкоты и галсы. Зная всего лишь 3 снасти, мы любой парус можем настроить под любой ветер. Только ниже, да? Пока что, ну, в общем случае, любой парус мы можем настроить под любой ветер. Ветер слева, мы поворачиваем рей и парус направо, ловим ветер слева. Ветер справа, разворачиваем в другую сторону, ловим ветер справа. Всего 3 веревки, да? Каждый может запомнить. Подожди, еще не дошли. Пока он нам не нужен. Вот ни зачем. Пока что он нам не нужен. Паруса у нас стоят. Нералом мы не пользуемся. У нас есть шкоты, галсы и брасы. Всего лишь 3 снастями мы можем парус настроить под любой совершенно ветер. Дальше. Что еще нам может понадобиться сделать с парусами? Придумывайте. Поднастроить. Ну вот, поднастроить это мы уже разобрались, да? Мы можем их сейчас настроить практически под любой ветер. Ну, давайте самые простые варианты. Да? Убрать и поставить. Да? Если парус стоит, нам может понадобиться его убрать. Если парус убран, и тут подул ветер, который мы хотим использовать, надо парус поставить. Вот основные действия с парусом. Да? Либо поставить, настроить под нужный ветер, пришли в порт, убрали. Сейчас рассмотрим, как мы это делаем. Вот смотрите, вот наш рей, да? Посередине наша мачта. Под реем парус. Понятно, да? Вспоминайте веревки, которые мы уже разобрали. От углов рея в корму. Да? Брасы. Следующее. Шкоты. Шкоты. Куда они идут и откуда? Как брасы. Как брасы в корму откуда? От нижних углов паруса. Понимаете, да? И третье, последнее. Галсы, которые идут оттуда же, откуда шкоты, но в противоположную сторону. К носу корабля. Так, ну вот парус у нас стоит. Нужно его убрать. Сам по себе процесс уборки это просто мы подтягиваем парус к рею. Вот так вот. Понимаете, да? Максимально компактно складываем его у рея. Чтобы это сделать, у нас есть 3 снасти. Еще, опять же, 3 снасти. У нас парус симметричен относительно мачты. Чтобы
его убрать, у нас есть бык гординя. Это снасти веревки, которые подтягивают нижнюю шкатулину, нижний край паруса к рею. Смотрите, вот веревка закреплена вот здесь за нижний край паруса. Идет к рею, проходит через блок и возвращается на палубу. Да? Мы за нее тянем, нижний край паруса подтягивается к рею. Дальше вторая снасть у нас есть гитов. Гитов, который идет от угла паруса, от того же места, куда приходят шкоты и галсы. Точно так же гитов идет к рею, через блок и вниз на палубу. Да? Мы за него тянем, подтягиваем к рею угол паруса. Третья снасть – ног гордень. То есть бык гордень и ног гордень. Ног гордень подтягивает к рею боковой край паруса. Да? Точно так же он идет наверх к рею, через блок и вниз на палубу. Еще раз давайте, да? Бык гордень. Гитов от угла. И ног гордень от бокового края паруса. У нас есть теперь всего 6 снастей. У нас есть шкоты и галсы, которые удерживают парус в нужном положении, когда он поставлен. И у нас есть бык гордень, ног гордень и гитов, которые подтягивают парус к рею и удерживают его в убранном состоянии, когда он нам не нужен. Соответственно, если мы хотим парус поставить, что мы делаем? Подтягиваем. Нет, хотим поставить. Бык, гордень. Ног гордень. И гитов. И что тянем? Что делаем? Шкот и галс. 2 веревки, которые мы тянем при постановке паруса, и 3 веревки, которые мы травим при постановке паруса, да? Травим, значит, выдаем, ослабляем их. И наоборот, хотим парус убрать. Вот сейчас, допустим, ветер изменился, мы хотим убрать грот. Что мы сделаем? Травим Смотрите на парус. шкот и тянем гитовый бык, Гордень. ног гордень. Да, все понимают? Да. Отлично. Вот, в принципе, зная 6 снастей, мы можем сделать с парусами все, что угодно. Можем их поставить, можем их убрать, и можем их настроить под любой ветер. Вот. Под углом это косой латинский парус, он уже изначально сшит и установлен таким образом, что он всегда под углом. На нем, на самом деле, все ровно то же самое. Гординя и шкоты. Все то же самое. Парус симметричен, то есть с этой стороны все то же самое. Бык, гитов, ног, шкот, галс. Да? То есть запоминаем пока половину паруса и понимаем вот эту вот систему. Игорь спрашивал про ниралы. Смотрите, нирал очень простая дополнительная снасть. Это просто веревочка, которая от нижнего края паруса и просто свисает вниз под своим весом. Если парус поставлен, мы им никак не пользуемся, просто мы его ослабленным держим, чтобы он не мешал парусу работать. Если парус убран, мы ее используем, чтобы помочь расправиться. Просто тянем за нее вниз, чтобы парус, там в блоках есть какое-то трение, он не всегда под своим весом раскрывается вниз. То есть, понятно, края паруса мы тянем шкотами или галсами, а ниралы просто дополнительно помогают расправиться в серединке. Как только мы парус вниз растянули и открыли, все, ниралы мы сбухтовали, даже не закладывая. Они должны быть всегда расслаблены, чтобы парус свободно дышал под ветром. Вот. Ну, нирал дополнительная снасть, с ним 7. 6 основных. Нирал. Нирал, да. Красивое слово. Зная вот эти 6, не всегда идеально, но парус мы настроим и куда надо поедем. Уберем, поставим, повернем, все что угодно. Дальше идет тонкая идеальная настройка, есть еще несколько снастей, но давайте мы вот уложимся на этом уровне. Завтра продолжим со следующими. Запомнили, да? Дальше, смотрите, у нас есть на мачте второй парус. Выше у нас есть Марса-Рей, да? Второй уровень парусов называется Марселя. Над нижним у нас идет Марса-Рей, и здесь у нас натянут второй парус. Посмотрите внимательно на парус на мачте или на парус на рисунке и скажите мне, чем он принципиально отличается от нижнего паруса. Нижняя шкатулина к рею крепится. Абсолютно правильно. Вот это самый важный момент. Посмотрите, парус жестко закреплен к верхнему рею, и когда он поставлен, парус, в принципе, также жестко закреплен к нижнему рею. Изображай. Так, Игорь, подержи бумажки, чтобы не улетели. Изображай нижний рей, я изображаю верхний рей. Когда мы поворачиваем 2 рея вместе, то парус вместе с реями поворачивается автоматически. Понятно, да? То есть, если с нижним парусом нам нужно было тянуть либо шкот, либо галс, чтобы под реем настроить парус, то с верхними парусами такой проблемы, такой сложности нет. Мы работаем только брасами,
и парусность автоматически становится в нужное нам положение. Это облегчает нам и постановку с уборкой. У нас нет галсов в принципе, у нас есть только шкоты. Посмотрите, как они идут на верхних реях. Они идут от угла паруса, так как парус нам нужно растянуть кнопку нижнего рея. Они проходят через блоки на краях нижнего рея, вот так вот. Потом идут к центру. Вот здесь, допустим, он закреплен, идет через блок, вдоль рея и вниз на палубу. То есть мы за него тянем, мы растягиваем парус. Хотим убрать парус, у нас есть точно такие же, вспоминайте, что? Ног. Гитов. Гитов И бык, абсолютно правильно. Шкот травим, те же самые градиня подбираем. Хотим поставить, наоборот, градиня травим, шкот ставим парус. Что мы делаем со шкотом? Отпускаем. Отпускаем? Нет. Мы ставим, тянем, да. правильно. Тянем шкот, оба, да, с двух сторон. Парус натянули между реями, шкоты внизу закрепили, заложили. Все. Пока парус стоит, мы про все снасти забыли, мы управляем только реями. Либо побросопили их налево, либо побросопили их направо. Парус повернулся с нами автоматически. То есть на одну снасть меньше, на галс все проще. И третий ряд парусов точно такой же. Так как он тоже растянут между двух жестких реев, то там тоже нет галсов, есть шкоты и есть градиня, чтобы парус убрать. Понимаете? Да. Да. Теперь еще небольшое облегчение, как нам на палубе найти эти снасти, как определить, что тянуть, что травить. Посмотрите, на палубе у нас быки, ноки и гитовы помаркированы цветными ниточками, цветными марками на концах. По светофору, смотрите, ног самый высокий, Красный. он красный. Бык самый нижний, он зеленый. Гитов посередине, он желтый. Правильно. И чтобы понять, к какому уровню парусов они относятся, если одна марка, то это нижний парус. Если две марки, то это второй парус, марсель. И если три марки, то это брамсель. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать вот сейчас в первом случае. Дальше можете походить по палубе, посмотреть, найти. Большинство из этих веревок, если вы помните, откуда они, для чего они нужны, вы их найдете просто самостоятельно. Посмотрите на рея, найдите брасы, найдите шкоты, найдите галсы, нералы найдите по цветным марочкам, градиня найдите по цветным маркам. И если вы поймете вот эту систему, вы совершенно самостоятельно сможете управлять парусами. Убирать, ставить, бросопить, настраивать. Да? Договорились? Вопросы какие-то остались? Про нерал что-то я еще раз. Про нерал. Давайте еще раз про нерал. Веревочка, свисающая вниз от нижнего края паруса. Мы за нее тянем, парус вниз, помогаем ему расправиться. Если здесь вот он сложенный и застрял в каком-то положении, за что-то зацепился, или в блоках трения, мы за нижний шкатулину, за нижний край потянули, парус открыли. Открыли парус, все, нерал расслабили, просто бухточку повесили аккуратно, чтобы она не мешала парусу двигаться под ветром.